Путешествуя по разным странам, мы знакомимся с культурой, традициями и обычаями народов, проживающими в данной стране. В этот раз мы попали на праздник Песах, одно из самых важных событий в иудейской культуре. Праздник посвящен самому главному событию библейской истории – исходу иудеев из Египта, которое считается началом истории еврейского народа. Моше, Моисей, и был тем самым мальчиком, которому было суждено выжить и спасти свой народ. Эту историю знают все. Удивительное стечение обстоятельств спасло его от неминуемой гибели от рук египтян и привело к тому, что воспитывался Моше во дворце фараона, но всегда ощущал себя частью своего народа. За убийство египтянина он был приговорен к смерти, бежал, много лет жил в странах Африки и Среднего Востока, однажды, перегоняя стадо овец через Синайский полуостров, увидел горящий куст, неопалимая купина, из огня раздался голос Всевышнего, повелевавшего Моисею отправиться в Египет и вывести евреев из рабства. Мы находимся в Израиле. Сегодня праздник. И стол накрывают, мацу закрывают красивой салфеточкой. А тарелочка. На тарелочку положено ставить крылышко, салат, яйцо, сладость. Как называется? Так, это делается сладость из фиников и орехов. И хрен. Вот. И Дана накрыла вот красиво тарелочки с салфеточками. С праздником. И сейчас начнется. Всем разложили вот такие книжки. Будут читать. И мы вам покажем, как празднуют в Израиле такой прекрасный праздник Песах. Мне даже дали книжку. Есть на русском языке здесь. Я тоже буду участвовать в этом мероприятии. Очень интересно будет, не переключайтесь. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об исходе, обычно по книге Агада, и едят особые символические блюда. Это маца, которую едят во исполнение заповеди Торы, горькая зелень, салат латук, базилик и хрен, и хазерет, тертая зелень, символизирующая горечь египетского рабства. Сережа тоже первый, он самый взрослый. Да. Тогда ты. А что надо делать-то? Глоток. Во время седера евреи проходят через 5 мицвот, обязательных этапов. Первый – съесть мацу, второй – выпить 4 чаши вина, третий – съесть марор, обычно между 2 кусочками мацы, четвертый – чтение Агады, а пятый – чтение хвалебных псалмов. בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת הימים. А кто из женщин самый старший? Я. ברוך אתה אדוני אלינו. Подожди. אני צריכה את הכל. А нет, Ирка. זוהר תמזור. Почему? На 2 месяца старше. Да? Видим, скажи. Ты читай, не отвлекайся. У них сложный процесс. Ты занимайся там, да. Я самая молодая. Ну да. Вот так мы и выяснили. Да. Альбиночка. А ты хозяйка самая молодая? Да, סבלנות. אז תמשיכי. אני לא יכולה להמשיך. О, понравилось? Может, отдадим обратно? Ну, кому отдавать, ты ж пил.
Во время еды, по обычаю, зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время исхода. Соль макай. Ты не любишь заказать? Я вроде запретил. Характерной чертой этого праздника, законом, скрупулезно исполняемым во все времена, является запрет есть, иметь и даже видеть в Песах хамец, то есть кислое тесто и изделия из него. Как рассказывает нам Тора, сыны Израиля были вынуждены покинуть Египет с величайшей поспешностью, поскольку у сынов Израиля не было времени даже на то, чтобы взять с собой провиант на дорогу, а тесто, приготовленное ими, не успело скиснуть, то, уходя из Египта, они взяли с собой только мацу, лепешки пресные, ибо тесто не сквасилось. Сережа очень заинтересовался пасхальными песнями. אתה מתקורא בפרשה. מי אדם? לא. אני האדם ושאינו יודע לשאול. רגע, שני אדם עמוד יאללה, טוב. אבל איפה אני אמורה לקרוא את זה? אני אביא עד פתע לא שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לעמוד בעבור זה עשה יהיה לי בצאת. Там библиогосовок? בצאתי. בצאתי ממצרים יכול... זהו, חיים שלי. זהו. איך? למה? כי פה מתחיל חדש, זהו. סיימנו את החלק הזה. כל אצלנו הכבוד. כל הכבוד, זה פעם ראשונה פעם ראשונה שבראל קורא את ההגדה. בארץ מצרים ואני לא שרף בכל אלוהי מצרים מעצור שפטים ולא השליח ואני אדוני, אני הוא ולא אחר ביד חזקה זו הדבר כמה שנאמר הנה יד אדוני. השם בבטנך אשר בשדה סוסים וחמורים וגמלים ובקר ובצאן Молодежь דבר тоже כבד מאוד. слушает молитвы. ובזרוע נטויה. Главный персонаж пасхального седера – это, конечно, маца, или, как она еще называется, хлеб бедности. Маца напоминает о скудном рационе рабов в Египте. Не случайно во время застолья есть момент, когда мацу разламывают и большую часть прячут. Именно так поступает неуверенный в завтрашнем дне голодный раб. А теперь вот смотри, желтенькие, посмотри. Давай. Желтенькие, нажимай так. А ты можешь вот так. Сереже дали хасу. Это финики с орехами. Илья Онави. Сейчас будет ходить. Открыли дверь, налили венца ему. Ой, ой. איפה אליהו? Стучи хоть по столу. Сейчас такой обычай, да. מצה,
маца. Мы эту мацу будем прятать. Мы закрываем ее и прячем, чтобы дети нашли. Кто найдет, денежку получит. О, хороший обычай. Я бы тоже искала. А мансур съесть потом можно? Ее даже и нужно съесть. Давай. Сейчас мы детям барель. И мансур съесть и деньги получишь? Так, первый пошел, второй пошел. Говорите, Холодно. Холодно, קר, ברל. זה ללכת פה, פה מתחמם, פה מתחמם. פה חם, כן. חם. מתחמם, קר, חם. חם. хам. Прошу в салоне. יאללה, תחפשו. יותר חם, יותר חם. לחפשו, לחפש. חם, רותח. לא פה רותח. פה לא רותח, פה כבר קר. פה רותח. איפה? תחפשו. אדל, טוב, נמשיך говорить. איפה זה זה? לא זה פה לצדק. אתם תחפשו. חם. לא. Нашли. לא. Нет? לא. חם. אנחנו לא פה, מבינים. באזור פה, תחפשו. כל פסח אני מוצאת את המצע, כל פסח. А второй? Второй? אפשר עוד פעם? Ой, малыш обиделся. тебе тоже сделаю. אני ארבה לך כל פעם. אפשר גם? אפשר עוד פעם? אפשר עוד פעם? אני אעשה לך עוד פעם שופטינו שלך? מה עכשיו תגלי לה איפה זה? לא פייר. לא פייר, אמרנו תדל. יאללה. Адель, иди сюда, хам. Хам. Здесь хам. Аделюша, Аделюша. אני לא מבין. אז אל תעזור בכלל ואל תעשה. אני משחק. זה חם. אני משחק. בסדר, התחלנו. חם. אוי, אדל! אל תגיעי לי. כל הכבוד לאדל ובראל. ייי! Сколько много. Что ты купишь себе? Барель, что ты себе купишь, не знаешь? Адель, что ты себе купишь? Что ты купишь на денежку? תביא לראות אם זה מצוין. Что купишь? Буду проверять, если это Киндер? настоящий. תזריקי לי. Это много киндеров. А как ты Этот праздник остается самым важным и ключевым для евреев. Он несет в себе радость, тайну и само происхождение народа Израиля.